Андрей Ломачинский. Записки судмедэксперта. Электричество и аллергия. Вообще интересная эта тема – индивидуальная чувствительность организма. Я не только о лекарствах. Например, вспоминаю одного старшину-сверхсрочника, что работал электриком на Байконуре. Того не брал обычный ток из розетки. Стандартные 220 вольт переменного напряжения, частотой 50 Гц. Кстати, весьма убойное сочетание под названием бытовое электричество. Испытательный стенд был проще простого. В розетку втыкали вилку с двумя толстыми проводами, оголенными сантиметров по 10. Старшина долго мыл руки с самым крепким стиральным порошком. После споласкивал в дистиллированной воде, плескал на них ацетона, потом сушил растопыренные кисти перед вентилятором, но ни в коем случае не вытирал полотенцем. Когда ладони становились абсолютно сухими, он аккуратно сжимал два оголенных конца. Его слегка трусило током, но минуту-другую он такое терпел без всяких последствий и заметных страданий. Когда же подобный эксперимент пытался повторить кто-нибудь другой, то результатом мог быть даже банальный систолический коллапс. Одна из причин смерти при низкоамперной электротравме. На время своего действия ток заставляет сердце сжаться в комочек, так называемая электроиндуцированная систола. А по прекращению действия электричества, вместо восстановления нормальных сокращений, частенько наступает бестолковое трепетание миокарда с продолжающимся спазмом коронарных артерий. Однако есть случаи наоборот. Люди имеют повышенную чувствительность к чему-либо. Самый яркий пример – анафилактический шок, крайняя форма аллергии. Наиболее известны случаи анафилаксии при укусах насекомых или парентеральном введении лекарств. Буквально минуя рот, через иголку шприца или капельницы. Лидером таких смертей, безусловно, идет обычный пенициллин. Он же из плесени делается. А поэтому у людей с астмой, аллергией на дрожжевые споры или даже у болевших банальным кожным грибком может выработаться патологическая чувствительность к этому лекарству и до кучи ко многим другим сходным антибиотикам. Чтобы застраховаться от внезапной смерти при первом уколе, у таких людей обычно делают так называемую пенициллиновую пробу. Разводят пенициллин чуть ли не до гомеопатических концентраций, а потом вводят под кожу капельку этого раствора. Не покраснело – кали смело. Есть покраснение – колоть нельзя. Так вот, описаны уже десятки смертельных реакций не на саму лекарственную дозу, а вот на эту микроскопическую пробу. Да что там пенициллин? А как быть со всяким там димедролом или преднизолоном? Ведь этими лекарствами аллергию лечат. И от них же бывает анафилаксия, супераллергия своего рода. Особенно туманный вопрос с глюкокортикоидами, нашими естественными гормонами, как раз и берегущими организм от такой вот гиперчувствительности. Одно успокоение. Подобные реакции случаются далеко не у всех. По сравнению с лекарственными, пищевые аллергии распространены шире, но протекают обычно не так бурно. Хотя и из этого правила бывают исключения. Я помню анафилактическую смерть во всем остальном совершенно здорового 30-летнего мужчины, у кого была абсолютно фантастическая аллергия на рыбу, особенно на ставриду. Жена этого молодого человека об этом прекрасно знала и рыбу ему не давала, хотя сама ела. Так вот, раз она обычным ножом открыла консервную банку ставриды в масле и в гордом одиночестве уплела ее. Банку она сразу из квартиры вынесла и выкинула в мусоропровод, так как муж не мог терпеть даже намека на рыбий запах. А вот помыть нож забыла. Пришел супруг с работы, взял со стола этот нож, отрезал им хлеба и сел кушать. Съел горбушку и буквально через минуту у него началась чудовищная задышка с резким падением кровяного давления.
Он тут же на кухне потерял сознание. К несчастью, в этот момент жена была в ванной и обнаружила мужа только минут через 20. Пока вызвали скорую, пока те приехали, да, не слишком рьяно взялись выводить его из анафилаксии. Короче, привезли мужика в больницу уже в состоянии клинической смерти. Да и там врач приемного покоя ворон ловил. Так и не откачали. Вот такая смерть. Отрезки хлеба ножом со следами ставридного масла. Я сам подобным образом еще в курсантские годы чуть не убил своего горячо любимого научного руководителя. Мой отец и дядька потихоньку пчеловодили и постоянно подкидывали мне какого-нибудь южного экзотического метка. То белесый чистый липец, то прозрачный манник из белой акации, то целебный горчак из грецкого ореха и законфетившийся ярко-желтый мед из подсолнечника, что засахаривается вкусными крупнозернистыми глыбками, и гречишная черная карамель, и зеленый лопуховый мед. Поэтому после каждого отпуска я привозил литровую баночку в подарок своему шефу и столько же на общий стол в ординаторскую Центра крови и тканей ВМА, где тогда свою первую науку делал. Мой руководитель гонял чаи со всем семейством, и литровая банка у них пустела через полгода, как раз к моему очередному отпуску. В лаборатории же мой мед исчезал за неделю. Никто не жаловался, все хвалили. Однажды мой дядюшка подбил батьку вывести пасеку на хребет Абишира Ахуба, что на Западном Кавказе, в истоках реки Уруб. Этот район известен своим медом. Точнее, двумя медами. Первый мед из кавказской желтой азалии. Азалиевый мед еще надо умудриться собрать. Пчелы его не любят. Поэтому набирают ведро приторно пахнущих липких желтых цветов и заливают их обычным сахарным сиропом. Отведав такой халявы, пчелки начинают обносить азалию. Если в улике пустые рамки, то процент темного душистого меда из азалии там будет высок. Чем он чище, тем сильнее его действие. Не поверите, но столовая ложка этого меда действует как парочка таблеток барбитуратов, сильнейшего снотворного. Но в отличие от таблеток, без каких-либо последствий на утро. Ни головной боли, ни сонливости. Это, конечно, если кушать его перед сном. А если среди бела дня, то сонливость от него ого-го какая. В старину карачаи, местная горская народность, такой мед даже втихую подкладывали на стол семейству перед тем, как там невесту украсть. Сам по себе мед очень вкусный, тут им мудрить ничего не надо, и так наедятся от пуза и заснут. Второй знаменитый мед Абишира Ахубы – одуванчиковый. Их там богом насеяно, словно ковровая клумба. Только одуванчик тот весьма странный эндемик. Растение, произрастающее только в одном месте. Он фиолетовый. Чуть мельче своего желтого собрата, а так полная копия, разве что несуразного цвета. Одуванчиковое высокогорное поле дает хороший взяток. Правда, вкус у этого меда весьма тривиальный, от обычного альпийского разнотравья не отличающийся. Однако, чем хорош мед из фиолетовых одуванчиков, так тем, что он очень жидкий и практически не засахаривается. Дети его охотно едят, а ведь знаете, какая порой проблема уговорить ребенка с простуженным горлом съесть ложку меда. Расхвалил я меда кавказские и преподнес их своему шефу. Тот взял и отведал каждого сорта на кончике чайной ложечки. Понравилось. А через 5 минут у него развился страшный аллергический отек по типу отека Квинки с ларингоспазмом. Опаснейшее состояние, приводящее к острому удушью. И не будь вокруг кодлы клиницистов, специалистов по интенсивной терапии, экстракорпоральщиков, трансплантологов да трансфузиологов, то еще неизвестно, чем бы дело кончилось. Вот и в мыслях у меня не было любимого научрука травить.
А он сам никакими аллергиями до этого момента не страдал. И после тоже. До сих дней ест он без разбору абсолютно все, включая мед. Обычный мед из среднерусской полосы. Ту кавказскую экзотику хотели было выкинуть, да потом все же рискнули попробовать. И, как обычно, сожрали подчистую. Ни у кого никаких побочных эффектов не возникло. Разве что вся лаборатория неделю опаздывала на работу. Ординаторы клевали носом за микроскопами, а адъюнкты спали все лекции напролет. Вопрос остается. Где же в Петербурге мой научрук умудрился сенсибилизироваться на полисахариды цветковых эндемиков неведомой ему Абишира Ахубы? Сенсибилизация, или процесс выработки аллергической гиперчувствительности, невозможно, если раньше организм с конкретным веществом не сталкивался.